Правильное отопление в частном доме. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Система отопления требует грамотной эксплуатации и профилактики. В нашем климате отопительный сезон продолжается практически круглый год, особенно если системы отопления и горячего водоснабжения объединены. Беспроблемная работа системы отопления обеспечивается в первую очередь качеством самого оборудования. Ни тщательный уход, ни строгое соблюдение всех правил эксплуатации не приведут к желаемому результату, если котел отопления, трубы, запорная арматура и прочие элементы системы некачественные. Но даже если вы приобрели высококачественное импортное оборудование, надо иметь в виду, что иностранная техника может быть рассчитана на условия эксплуатации, отличные от российских стандартов, на которые ориентировано отечественное котельное оборудование. В такой системе отопления потребуется дополнительная регулировка. Не стоит забывать также о скачках напряжения, что весьма актуально для загородных электрических сетей. От резких перепадов напряжения капризная импортная техника может выйти из строя, поэтому для защиты электронных блоков управления стоит предусмотреть стабилизирующие устройства. Если в загородном доме установлена система отопления с принудительной циркуляцией, при отключении электричества вырубится электрический насос, автоматически отключится котел, система начнет остывать. Поэтому лучше всего делать систему отопления не привязанную к электричеству, то есть самотеком. Любое оборудование через некоторое время будет работать уже не так эффективно, как новое. Горелки и камеры сгорания загрязняются, в трубах с теплоносителем накапливаются минеральные отложения. Дымоходы зарастают сажей и пылью, а металлические разъедаются коррозией. Поэтому за состоянием отопительного оборудования надо внимательно следить и вовремя принимать соответствующие меры. Как правило, из строя выходит не вся отопительная система одновременно, а лишь отдельные ее элементы. Чаще всего накрываются горелки, трубы, запорная арматура. Именно на них следует обратить особое внимание. Современный рынок котельного оборудования предлагает много моделей с взаимозаменяемыми узлами. При выборе надо только убедиться, что замена возможна в процессе эксплуатации. Стоит позаботиться также, чтобы система отопления была снабжена дополнительными топливными фильтрами, форсунками, запасным циркуляционным насосом и другими необходимыми расходными материалами. В комплект любого современного котельного оборудования, газового, жидко- и твердотопливного, входит соответствующая документация от производителя, в том числе инструкция по эксплуатации, нарушать требования которой категорически недопустимо. Понятно, что нагрузка на систему отопления загородного дома в разные сезоны разная. Зимой котел должен давать много тепла и обеспечивать систему горячего водоснабжения. Весной-осенью тепла требуется значительно меньше, поэтому режим работы надо изменить. А если с отопительным котлом совмещена система ГВС, то летом устанавливается такой режим, при котором в систему отопления теплоноситель не подается. Если на качество газа нареканий нет, вопрос лишь в том, есть он или нет, то на качество жидкого топлива жалобы находятся. Впрочем, иногда виноваты сами домовладельцы, не соблюдающие условия эксплуатации или приобретающие дизельное топливо или отработанное масло у сомнительных поставщиков без документов, удостоверяющих качество. А при использовании некачественной солярки топка котла покрывается сажей, образуется нагар, снижается КПД. В конце концов оборудование выходит из строя и требуется его замена, что приводит к ощутимым затратам. Но даже если топливо вполне пригодно для использования, его лучше подготовить, например, пропустить через высококачественный фильтр или создать отстойник на дне большой топливной емкости, рассчитанной на сезон. Топливо при этом забирается не со дна, чтобы загрязнения не засасывались, а скопившийся внизу емкости осадок регулярно откачивается. Кроме того, современные жидкотопливные котлы снабжаются, как правило, блоком автоматики для регулировки режима горения, что также продлевает срок службы оборудования. При использовании твердотопливного котла на дровах надо следить за их правильным хранением в сухом, защищенном от атмосферных осадков помещении. Если для отопления загородного дома используется твердотопливный котел, при выборе угля для него надо ориентироваться на 3 показателя. Калорийность, теплота сгорания самая высокая у антрацитов и коксующихся углей, наименьшая у бурых. Зольность показывает, что не сгорит в процессе отопления. Чем она выше, тем уголь хуже. От этого показателя зависит, как часто придется чистить котел. Влажность
Различают поверхностную и внутреннюю. Поверхностную можно убрать при просушке, а внутренняя обнаруживается лишь во время горения. Чем выше влажность, тем больше энергии уходит на испарение влаги и меньше на отопление. Определить, какой уголь лучше для отопления вашего дома, поможет маркировка котла. Там должны быть указаны виды угля, подходящие именно этой модели. Некоторые котлы ориентированы на антрациты, топки рассчитаны на высокие температуры. Некоторые на угли более низкого качества, но дающие максимум полезной энергии. Если маркировки нет, можно закупить на пробу разные сорта и сравнить время горения, количество выделяемой теплоты, объем золы. Дрова или уголь сгорают быстро, выделяя большое количество тепла, поэтому режим работы твердотопливного котла невозможно регулировать плавно. Но можно частично компенсировать этот минус, обеспечив бак с горячей водой хорошей теплоизоляцией, позволяющей долго сохранять тепло. Однако не стоит считать, что если вы приобрели очень надежную и долговечную технику с достаточным набором запчастей, то система будет бесперебойно работать без присмотра. Любая техника нуждается в надзоре и уходе, но если элементарную профилактику системы отопления можно сделать самостоятельно, то для проведения сложных операций необходим специалист. Все-таки отопление загородного дома – система не только сложная, но и пожароопасная. Самостоятельно можно проконтролировать и отрегулировать давление теплоносителя, оценить работоспособность циркуляционного насоса, проверить дымоход. Если в дымоходе скопилась сажа или водяной конденсат, например, после длительного перерыва в работе системы, их следует удалить. Серьезные проблемы может вызвать накипь, образующуюся в котлах, трубах, водонагревателях. Но это отдельная тема. Также система отопления может выйти из строя из-за пыли, особенно если дом достраивается или перестраивается, когда отопление уже функционирует. В этом случае альтернатива ремонту – регулярная уборка помещения котельной. А вот осмотр и отладку котельного агрегата и горелки лучше оставить сервисной службе. Проверить и восстановить настройки может только квалифицированный специалист с соответствующим оборудованием. Идеальный вариант, если за обслуживание оборудования берется компания, которая его поставляла и устанавливала. Но в любом случае профилактику сложных узлов отопительной системы загородного дома лучше доверить профессионалам, чтобы жить не только в тепле, но и спокойно. А еще лучше поставить самый простейший котел самотечного типа. Он дешев, надежен, да и обслуживать его можно самому. Ссылка на статью в описании. Автор статьи – Татьяна Гречка. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.